обзор на автолегенды, выпуск номер 21. И это, ребята, Иж-Ода в обвесе Ника. Вот такой вот золотой, можно сказать. Ну, он в желтом цвете. Это я уж так прозвал в кавычках, да, золотой. Ну, в принципе, симпатичный автомобиль, не имеющий, по сути, аналогов нету. Модель Иж-Ода в обвесе Ника, по-моему, никто, ребят, не изготавливает. Поэтому достойная модель вашего внимания. Листанем журнальчик. Цена, кстати, составляет 1000 рублей. Вот еще здесь положили мне важную информацию. Ну, в общем, я зачитывать не буду. Если хотите, вот на паузу поставьте здесь, почитайте, что здесь написано. В общем, как можно сэкономить, я так понимаю, на подписочке на Диагостине. Все это дело мне приходит по подписке, ну а вы можете купить сразу, могу сказать, где на сайте Диагостини, либо в журнальных, нет, газетных киосках. Типа таких. В общем, вот как-то так. Ладно. Иж-Ода. Тяжелая судьба была у автомобиля. Были и пики подъема, да, были и неудачи. По факту, в таком обвесе я ни разу в жизни автомобиль не встречал. Может быть, в самом городе Ижевске такие автомобили и не редкость, но у нас, да и вообще, сколько я проездил, не знаю, везде по разным местам, да, я такой автомобиль, если честно, не видел. Вот именно в таком обвесе. Вот такой, да, вот такой видел. Очень часто. До сих пор ездит. Я, кстати, даже, если честно, перед съемкой, да, решил посмотреть вообще, есть ли в продаже, например, такой автомобиль. Ну, настоящий купить можно, нет на сайтах продаж. И я не нашел. Поэтому, как бы, тут ничего сказать я не могу. Если вы видели, вам повезло. Дебют состоялся, по-моему, в 2001 году. Вообще, изначально автомобиль Иж-Ода появился в 1984 году. В 1986, по-моему, сделали первый экземпляр. А только лишь там в каком-то 91-м повезли его на выставку. В общем, там судьба такая вот сложная. Сначала, в общем, вот этот вот дизайн утвердили очень круто, типа современно, намного лучше вазовских автомобилей. Он заднеприводный у нас автомобиль. Это, как бы, ходовка у него такая хорошая, рулевое колесо мягкое, легко поворачивается. В общем, плюсов у данного автомобиля было много. Но когда его начали собирать, был, соответственно, кризис. Что-то у меня здесь зеркальце запало. Да, сложилось вот так. Был кризис, и, в общем, от технического, получается, от технической сборки отошли, и там получился автомобиль как бы с огрехами, так сказать. Проблемный был автомобиль, но все равно людям нравился. А данный автомобиль, который у нас представлен в журнале, это по сути тот же автомобиль, но в таком вот спортивном обновленном обвесе. Очень красиво, ну, более так по-молодежному смотрится, да. И вот где-то здесь в журнале, в принципе, все это есть. Вот, смотрите, первую партию из 100 серийных автомобилей удалось собрать лишь в 90-м году. На самом деле, журнал очень интересный здесь, как бы, об истории данного автомобиля. И вот эта Ника, которую мы получили, она... Первый экземпляр был, ну, на выставке представлен даже с коробкой автомат. Она была иностранного производства, но тем не менее здесь была коробка автомат. Что тоже, да, давало данному автомобилю, конечно же, преимущество. Ведь, видите, вот как прикольно сделан реально салон данного автомобиля. И цвета пошли, соответственно, более... Вот этот желтый цвет, он такой уже, можно сказать, что... Это как раз таки относится к фирме, которая делала тюнинг данного автомобиля. А как же эта фирма называлась? Тоже здесь в журнале про это есть все дело. Ну, сейчас я вам покажу. Может быть и найду, а может быть и нет. Но дело в том, что вообще данный автомобиль, он предполагался как дешевый, ну, качественный автомобиль. Ну, тут и написано социальный автомобиль. И по этой же причине он перестал существовать. Потому что стало невыгодно его производить. То есть запчасти на него стоили как бы недешево, да, комплектующие, соответственно. А продавать его приходилось задешево. И в итоге, как бы,
такой бизнес, так сказать, сошел на нет, и остались на Ижевском автозаводе собирать, стали четверки, семерки, по-моему. В общем, то, что как бы менее было трудозатратно, так сказать, потому что детали на эти автомобили были практически всегда. В общем, журнал, говорю, очень интересно здесь вот почитать, прям реально. До 2005 года изготавливался, а фирма вот называлась Норма Авто. Вот она. Фирма, здесь тоже про нее написано. В общем, они изготавливали несколько автомобилей. В основном были в обвесе, конечно же, полноприводные ижи, но встречались версии, как вот наша модель. Это, соответственно, она переднеприводная. Ну что ж, давайте рассмотрим теперь саму модель. В следующем выпуске мы получим Ладу Гранту, соответственно, универсал в оранжевом цвете. Довольно узнаваемый автомобиль, ну, часто встречается, да, на наших дорогах. Думаю, тоже полезная будет, соответственно, моделька. Вот, смотрим, значит, автолегенды на номере, иж на решетке. Оптика очень классно сделана, видите, с насечками прям идет. Если брать вот эту первую, это тоже Диагостини. Ну здесь тоже с насечками. И видите, вот такое вот отличие, соответственно. Это иж Ода у нас первого поколения, а это уже вот 2000-х годов. Соответственно, намного интереснее, да, и как бы даже вот сбоку поприкольнее сделано, даже спойлер присутствует. Кстати, у данного автомобиля, у ижа, не было дворника на заднем стекле. Знаете почему? Потому что был хороший аэродинамический как бы обдув, и заднее стекло не пачкалось. Или решили от этого отказаться. В общем, зеркала идут отдельным элементом с имитацией зеркала. Вот, пожалуйста. Ручки дверей выделены. Резиновые покрышки на колесе с имитацией литого диска. Небольшие такие колесики, но в принципе все гармонично смотрится. Задняя оптика у нас также пластиковая. Автолегенды. Здесь у нас Ода, а здесь у нас двигатель 1.6. Кстати, двигатели тоже были разные, и, по-моему, вот на выставку привезли вообще двигатель был 1.8, мощный такой, чтобы все это работало хорошо. Ну, соответственно, все это и не зашло, так сказать. В основном был двигатель 1.6 ставили. ВАЗовские двигатели ставили. Так, снизу у нас ИЖ 2126, Ника, масштаб 1.43. И вот он, задний мост, соответственно, сделан. И все. Салон, не знаю, получится вам показать, нет. Ну, черный салон, зато вот такие вот огромные широкие сиденья, что, соответственно, вот нам показывает, что это как бы тюнинг версии. Если здесь, то у нас... и здесь тоже самые, такие же сиденья. Интересно. Даже не обращал внимания. В общем-то, вот такой вот интересный автомобиль. Ребята, советую приобрести в коллекцию. Реально интересный, классный. Все, вот такой вот видос. Если вам понравился, с вас лайкос, с меня видос. Всем, короче, до свидос.